Всем привет! Итак, это у нас второй ролик по контрмере. Сегодня разберемся, как воевать с кровавым чародеем при, я бы не сказал, что при минимальных вложениях, но вполне реально на второй срок данных результатов добиться, прям, реально с минимальными вложениями. Вкратце, по королю чародею 350 мощи, 285 концентрации и 279 скорости. По артефактам, я думаю, вы сами видите, какие здесь артефакты, то есть почти фулл голда. Мурусский кинжал на фулл вместе с мощью Урукхаев. Далее у нас идет броня берсерков на мощь, плюс очки здоровья Урукхаем и плюс защита. Далее шлем, корона Ангмара, у нас еще пока он не покрашен, всего 2 звезды. И барабаны у нас идут Барад-дура на урон в ближнем бою, а также Железный страж на небольшое исцеление в районе 18% будет нас исцелять. Здесь мы полностью прокачаны через Черный Капитан вместе с Назгулом. И здесь также взят Владыка Минос Моргула вместе с Унынием и Беспорядочным Отступлением. По войскам здесь взяты Крылатые Твари, чтобы работал немного бонус от Владыки Минос Моргула, Корсары и Алхимики. То есть мы идем полностью через выжигание. В таком билде данный герой может выжигать по 4-5 армий, может забирать и больше. Здесь уже зависит от героев, на которых он нападает. Сегодня мы разберем только одного героя, и наподобие им. Я примерно объясню механику, как их можно как раз убивать с минимальным вложением. И далее мы переходим к герою, который будет противостоять королю чародею. Итак, по артефактам. Первый артефакт. Парные топоры даются за 10 ранг, но они здесь, сразу говорю, не нужны, пускай здесь они хоть и есть, но не суть в них. То есть здесь можно взять обычный топор на игнорирование защиты, и его вполне хватит прям за глаза. Далее пластинчатая броня обычная, можно также собрать на 3-4 звезды. Дальше идет закрытый шлем и хитлайн на исцеление плюс мощь концентрации. По прокачке здесь мы идем обязательно воитель Одинокой горы, потому что он дает 50% получаемому огненному урону, а также идет кровь Дурина вместе с опытным воином для урона. И также здесь у нас взят долгоборот на снижение физзащиты. То есть вроде здесь ничего сверхъестественного нет. 340 мощи, 103 концентрации, 165 скорости. И по отрядам здесь взяты рыцари Бри, взяты всадники на баране и взяты Т2 рыцари. Спросите, почему Т2 рыцари? Сейчас я вам все расскажу. Итак, почему взяты рыцари? Первое. У них есть полная защита, снижает на 15% получаемый урон от отрядов ближнего боя. То есть против алхимиков уже будет снижен урон на 15%. Но не это главное. Главное у нас закрытый шлем. Закрытый шлем также могут практически все его нафармить, он очень часто падает. И я думаю, у каждого, может 5-6 игрока он по-любому есть, как на лурцах, так и на двалинах и прочих героях, то есть он часто используется. И что здесь интересно? У этого шлема есть очень хороший бонус, называется ослепляющий барьер. На наших рыцарей, то есть на Т2 юнитов, получаемый фокусированный урон ядом и урон горением снижается на 49,9% при полной прокачке на 60%. То есть для наших рыцарей здесь работает просто снижение всего нефизического урона на 60%. И благодаря воителю Одинокой горы, который также снижает на 50%, плюс сами рыцари имеют 15% снижения урона. И благодаря как минимум этому артефакту очень хорошо себя показывают рыцари. Но и также здесь можно было бы одеть нагрудник от огня, но у добра этот нагрудник падает только в таверне, то есть его можно получать только с помощью нее. Здесь не обязательно нужен двалин. Здесь можно использовать как минимум вместе с двалином Ори, хоть его никто и не качает практически, и Балин. То есть все, у кого у гномов есть воитель Одинокой горы, кто снижает урон от огня, могут с помощью данного шлема очень хорошо играть через рыцарей. И самая главная задача — это наносить урон самим двалинам. Переходим к итогам боя. Смотрим сейчас в логах, сколько будет наносить по нам огненного урона. И потом уже перейдем непосредственно к самим цифрам. Итак, смотрим логи боя. В логах боя нас интересует не предварительная фаза, а подготовка. В подготовке у нас накладывается как раз баф на наших рыцарей.
То есть по 50% идет снижение урона. Ну, можно сделать 60. Здесь уже просто надо чуть больше таких шлемов нам достать. И в предбоевой фазе также мы накладываем урон горением. То есть все у нас правильно работает, все хорошо. И здесь уже Двалин сам себя бафает. Смотрим первый раунд. В первом раунде нас интересует как раз урон алхимиков. Итак, смотрим, что у нас было по урону от корсаров. У корсаров прокает максимальный урон, и корсары атакуют на 3000 уроном от горения по рыцарям. И дальше ходят алхимики, и алхимики ударяют нас на 22 тысячи и на 16. То есть в сумме они нанесли 40 почти тысяч урона. Если бы не было у нас ни нагрудника, ни шлема, здесь бы было по 70, по 80 тысяч, а может быть и больше. И далее смотрим второй раунд. Пока работает баф координатора. Алхимики атакуют на 11700, ну и корсары здесь на 2600, причем ударили два раза, сначала 2000, потом 2600. И здесь у алхимиков не прокнул второй удар, всего нанесли они 11700, но это прям вообще ни о чем. То есть урон очень маленький, я думаю, кто с ним встречался, с данным королем-чародеем, вообще знают, какой там урон, какие цифры урона вылетают. Так, и далее давайте сейчас посмотрим третий раунд, сколько вообще там дамажил данный, скажем так, герой. Ну, Двалин здесь бил на 19 тысяч, на 14. Здесь плюс еще увеличенный урон идет от самих топоров на 10 800. То есть здесь, ну, скажем, по урону, здесь даже меньше, чем у меня был в первом видео, которое я выпускал по данной рубрике. Поэтому, как я и говорил, здесь не важен даже шмот, а главное только одна шмотка, это именно шлем. Давайте посмотрим итоги боя. По итогам наш герой нанес 242 тысячи урона, и наши юниты несли 34 тысячи. Ну, во-первых, это Т2, нанимаются легко и быстро, и, во-вторых, по итогам самого боя 276 тысяч, почти 277 тысяч урона было нанесено. А мы же получили всего 138 тысяч, из которых мы потеряли чуть-чуть всадников Бри вместе с всадником на баране, на себя приняли по одному урону. И также рыцари, здесь мы потеряли их, ну, около 1300. То есть для данного результата контры 10 плюс ранга короля-чародея еще со шлемом, в легендарных шмотках. Обычно контра может быть не именно с такими артефактами, как я и сказал, а артефакты могут даже быть чуть проще. Главное одеть закрытый шлем с ослепляющим барьером. И посмотрим второй бой. Здесь мы брали, получая за 300 всадников на баране 50 всадников Бри, и 3400 у нас было рыцарей. Против нас также был король-чародей с данными артефактами, которые сейчас видите у себя на экране. Здесь уже были взяты Т3 тролли на агро, и также были взяты алхимики. По прокачке все по стандарту, через Назгула и через черного капитана вместе с координатором. То есть все, как говорится, все стандарт. И здесь тоже посмотрим сейчас первый, второй раунд, то, что наносили по урону алхимики. Итак, смотрим первый раунд. Алхимики наносят 13600, не прокает координатор, но если бы прокнул, еще бы дополнительно нанес 13 тысяч. Ну и горные тролли нас не интересуют. Переходим сразу ко второму раунду. И во втором раунде алхимик ударяет рыцаря на 16 тысяч. И второй удар у них вылетает на 27 900. Это у нас уже улетает в баранов. Поэтому сами видите, какая разница в уроне. То есть здесь мы потеряли при 16 тысячах всего 193 юнита. И здесь уже без данного шлема влетел урон на 13 тысяч больше. Там даже может на 14. И здесь может даже был бы урон намного выше. Просто у нас закончились всадники на баране. Поэтому вот такой урон смешной, и легко забираются короли-чародеи вот в таком билде с таким шлемом на гномах, у которых есть воитель одинокой горы для снижения огненного урона. И кто говорил, что не работает огненный урон, все это работает нормально. Из всего этого мы можем сделать только один вывод. То, что герой Двалин может, даже не имея брони на снижение огненного урона, который сложно достать добру, может спокойно играть через закрытый шлем и через Т2 юнитов, которые есть по-любому у всех. Поэтому на данный момент это один из самых бюджетных вариантов для убийства короля-чародея. Знаю, что некоторые могут играть там через Белый Совет, через Гендальфов, там серых, белых, неважно. Но, как я говорил ранее, Двалин есть у всех. Вкачать Двалину воителя одинокой горы и вкачать все на фулл урон, но это многого
даже не стоит. Это просто начальный герой, который дается фракции гномов как минимум. Также, как вариант, можно уже рассматривать будет в будущем любого ДД героя, который будет иметь данный шлем. Плюс еще, если вы соберете полностью броню на огненный урон, на снижение, то вы можете эти два артефакта ставить уже на любого героя, на вашего именно ДДшника, потому что у вас будут Т2 юниты, которые не наносят много урона, и весь урон будет зависеть от вашего героя. Поэтому ДДшникам одеваем два артефакта и можем спокойно убивать короля-чародея. Поэтому, если у вас такая проблема где-то на сервере, то знаете теперь, как с королями-чародеями можно спокойно бороться. Также к дополнению есть у меня скрин, как Гильгалад убивает королей-чародеев. Да, он их хорошо контрит за счет уклонения, которое работает в двух раундах, где очень часто будут промахиваться алхимики и прочие юниты, которые будут у короля-чародея, но этот билд не так актуален, который я сейчас показал через артефакт, через рыцаря. Почему? Потому что хорошие короли чародеев есть в основном у донатеров, у которых есть очень много шмота. Если у них есть палантир из арханка, даже нулевой прокачки, они смогут спокойно его докачать до 5 звезд, прокрасить его в голду, и они на этом выходе получат, что да, у них будет мощь концентрации урона армии, плюс еще дадут, кстати, урон, мина его не дает. И они, как минимум, даже на нулевом уровне получают преследование, которое игнорирует любое уклонение. То есть они будут Гильгалада спокойно убивать, потому что координатор работает первые 2 раунда. И в течение как раз 2 раундов никакое уклонение Гильгалада работать не будет. Ну и плюсом еще бонусом у нас будет 30% нанести максимальный урон, вероятность, если мы покрасим все звезды. Поэтому данный билд через Гильгалада, он временный, на пару сезонов, может на 3-4 сезона, но в будущем у него никакой перспективы нет. На этом у меня все. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свое мнение в комментариях по данному билду с данными артефактами и через данных рыцарей. Знали вообще, не знали о таком билде. Я считаю, что это, говорю, самый бюджетный билд, который сейчас на данный момент я вообще видел. Всем хорошего дня, всем хорошего настроения и здоровья, и всем пока.